Ольга Ульянова. Воспоминания и жизнь. 4 ноября 1871 года в Симбирске в семье Ульяновых родилась девочка, ее назвали Ольгой. Дмитрий Ильич Ульянов писал о своей сестре Ольге, которая умерла, не достигнув 20 лет. О ней мало известно, между тем это был самый близкий, лучший товарищ Володи в годы детства и юношества. Володя крепкий, коренастый, на 1,5 года старше Ольги. Оля миниатюрная, худенькая, но здоровая девочка. Она мало болела, рано начала ходить и ни в чем не отставала от брата, с которым была неразлучна. В отличие от старшего брата и сестры, которые были нрава тихого и задумчивого, вторая пара резвая, шаловливая. Неистощимые на выдумки Владимир и Ольга любили шумные игры и целыми днями гоняли по саду и двору, лазали по деревьям. Оля беспрекословно слушалась старшего брата. Они любили тайком от взрослых отсиживаться в сарае, забираться на чердак и вести там необыкновенно увлекательную игру в индейцев. Часто принимали в игру и младшего Дмитрия. Это запомнилось Дмитрию Ильичу на всю жизнь. Уже в зрелые годы он писал: «Помню, как-то однажды я забрел в глухой, заросший со всех сторон уголок нашего сада и увидел там Олю, сидящую в каком-то шалаше из хвороста. Низ шалаша был устлан травой. Около шалаша лежала кучка мелкого наломанного хвороста, посыпанного огненно-желтыми листиками шафрана. Это должно было изображать горящий костер, на котором в каком-то котелке или горшочке готовился обед. Над головой у Оли пристроен большой зеленый лопух, изображавший головной убор индейца. Володя где-то промышлял охотой, она в ожидании его стерегла жилище и готовила еду. Оля дала им мне понять, что все это тайна и рассказывать об этом старшим нельзя. Мария Александровна была первой учительницей своих детей. Владимир Ильич научился читать в 5-летнем возрасте. Оле исполнилось 4 года, когда, шутя и играя, она научилась грамоте. С удивительной легкостью заучивала она наизусть стихотворения и рассказывала их всем, кто не попросит. В семье Ульяновых с ранних лет прививали детям любовь к книге, к литературе. Родители горячо поддерживали инициативу старших детей и помогали им в выпуске домашнего рукописного журнала «Субботник». Его редактор Александр, главная критическая сила Анна. Самыми молодыми сотрудниками были Володя и Ольга. Они избрали себе литературные псевдонимы: Володя Кубышкин, а Оля, прозванная за проворство и живость Обезьянков. Под кривыми карандашными строчками своих сочинений она крупными буквами подписывалась Обезьянков. 7 лет Олю определили в 3-е отделение 1-го женского приходского училища. Проучилась Оля лишь 1 год. Родители нашли, что она еще слишком мала для 4-го отделения. Правда, она не только не отставала от старших девочек, но даже выделялась среди них своими способностями и начитанностью. 18 августа 1883 года Илья Николаевич Ульянов подал прошение его высокородию господину начальнику Симбирской Мариинской женской гимназии о допущении его дочери Ольги к испытаниям для поступления в 4 класс гимназии. Оле было тогда 11 лет. Вступительные экзамены она выдержала успешно. Наряду с большими способностями Ольге были свойственны исключительное прилежание и трудолюбие, черты, которые Илья Николаевич и Мария Александровна настойчиво прививали детям. Ольга в гимназии училась отлично и неизменно переходила из класса в класс с наградой 1-й степени. За благонравие и успехи она была награждена сочинением И.А. Гончарова «Фрегат
Паллада, книгой «Русские поэты в биографиях и образцах». Эта хрестоматия, составленная Николаем Васильевичем Гербелем, являлась в то время наиболее полным сборником лучших произведений русских поэтов, начиная с Кантемира и кончая поэтами 70-х годов XIX века. Ольгу Ульянову наградили и другой книгой, вышедшей под редакцией Гербеля «Немецкие поэты в биографиях и образцах». Эта книга и сейчас хранится в личной библиотеке Владимира Ильича в Кремле. По табелям Ольги Ульяновой во всем ее гимназические годы трудно выделить предметы, к которым она имела наибольшую склонность или в которых наиболее ярко проявилась ее способности. Мария Ильинична рассказывала, что Оля отличалась выдающимися способностями в математике и этим походила на старшего брата Александра. Оля также очень любила историю. По окончании гимназии она вместе с Владимиром Ильичем читала серьезные исторические труды. С большим интересом относилась Оля Ульянова к литературе. Произведения корифеев русской литературы Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Толстого были в семье Ульяновых настольными книгами. Сохранилось несколько школьных сочинений Ольги Ульяновой, написанных ею в отроческие годы. По ним видно, что она хорошо владела языком, излагала свои мысли логично, доказательно. В этих сочинениях при всей их непосредственности выражены те нравственные убеждения, которые были привиты Ольге в родительском доме. Задано, к примеру, сочинение на тему «Как развивалась скупость Плюшкина», бережливость, черта, которую уважали в семье Ульяновых. Но Плюшкин отвратителен тем, пишет Ольга, что он постепенно превратился из бережливого хозяина в скрягу. По своим душевным качествам он стал ниже животного, потому что и бессмысленные животные выказывают более любви к своим детям, чем ее выказывал Плюшкин. Ольга пытается проследить развитие характера Плюшкина. Плюшкин не был добр и гостеприимен. На старости лет Плюшкин остался один. Старость и одиночество представляют хорошие условия для развития скупости. Скупость Плюшкина начала быстро развиваться, хотя произведений такого имения, какое было у Плюшкина, было гораздо больше, чем нужно одинокому старику. Плюшкин ничего не продавал. Он просил за все вдвое больше его настоящей стоимости, и потому все покупщики вскоре перестали ездить к нему. Плюшкин никому не доверял и всех упрекал в воровстве. Каждый день Плюшкин выходил на улицу, где осматривал каждую колею, заглядывал под каждый мостик и все, что там находил, черепки, тряпки, палки, старые изорванные подошвы и тому подобное, нес к себе в комнату и складывал там в кучу. После него, с иронией пишет юный автор, улица делалась так чиста, что ее и не нужно было и мести. С каждым днем скупость Плюшкина усиливалась и заглушала все другие чувства. Порок наказывается, это твердо усвоила Ольга Ульянова, и потому ее рассказ о Плюшкине кончается назидательно. Жизнь его, Плюшкина, была постоянное лишение себя всего, даже самого необходимого, и сделалась не только тягостной для него, но и для всех окружающих, которые должны были сносить его необузданную страсть. Интересно сочинение Ольги на тему «Бытовые черты в сказках» Емеля Дурачок и Морозко. В сказке Емеля Дурачок, пишет она, показывается отношение старших братьев к младшему Емеля Дурачку. Братья стараются извлечь для себя пользу из глупости и покорности дурака. Он у них работник и должен во всем их слушаться. Такое жестокое обращение возмущает добрую душу Ольги. Она не может мириться с несправедливостью, но наиболее ярко, хоть и простодушно, она высказала свои жизненные наблюдения, свои мысли о воспитании при разборе сказки «Морозко». Ольга пишет об отношении мачехи к падчерице, которую та не любит, за всякую вину бьет ее, часто без причины сердится на нее,
никто ее не приласкает и относится к ней как совсем чужой для нее дочке-работнице. Совсем иное отношение к родной дочери. Мать сосредотачивает на ней всю свою любовь, излишняя материнская нежность не позволяет мачехе давать девочке хотя небольшую работу. Серьезно, совсем по-взрослому рассуждает Ольга в своем сочинении о недостатках воспитания, которые наносят непоправимый вред. Мачеха, женщина грубая и необразованная, полагает, что составит счастье своей дочери, но ошибается. Девочка, не приученная ни к какому делу, избалованная матерью, ко всем относится холодно и безучастно. Она привыкла, чтобы все заботились о ней, а сама не привыкла заботиться о других. Эти рассуждения подсказаны Ольге опытом жизни в семье, где с раннего детства, окруженные разумной любовью и родительской заботой, дети приучались к делу, привыкали заботиться об окружающих. В сказке по-разному складывается судьба девушек. Одна дочь мачехи чрезмерно избалована, эгоизм ее всех от нее отталкивает, и она обыкновенно бывает несчастною. Падчерица, напротив, приучена к работе, скромна, терпелива и ко всем ласкова, зная, как много отрады доставляет ласковое слово и как много горя доставляет холодное, безучастное слово. Эти черты характера падчерицы привлекают к ней всех, и она достигает счастья вполне ею заслуженного. Примечательна эта назидательность в сочинениях Ольги. Она говорит о высоких моральных устоях девушки. Ольгу Ульянову очень любили в гимназии. Она была маленькая, худенькая, смуглая, кудрявая, очень живая и ласковая девочка. Так рисовали ее классные подруги. Одна из них, Александра Феодосиевна Щербо, и на склоне лет вспоминала о том неизгладимом впечатлении, которое производила Оля, что-то в ее темных, спокойных глазах. В ровной походке было особое. Ульянову вызывали, и что ни спросят, все так гладенько, так спокойно отчитывается. Знала, и она отвечала не как заученная, а как-то ясно и просто. Ольга была первой ученицей, но никогда не хвасталась этим, не стремилась выделиться, наоборот, всегда была готова прийти на помощь подругам. Ольга Петрова записала в своем дневнике: «У нас в классе все уважают Олю Ульянову. Она никогда не отказывается объяснить нам трудные задачи». Оля была хотя с виду и замкнутая, но замечательно отзывчивая и выдающихся способностей, вспоминала Катя Арнольд. А когда Ольга сама становилась в тупик и не могла что-то объяснить, она говорила девочкам: «Пойдем спросим Володю, он знает, он все знает». Оля любила брата и гордилась им. Гимназическая подруга Ольги Аня Орлова рассказывала о таком эпизоде их юности. В школьные годы Володя Ульянов очень любил кататься на коньках. Зимой он почти каждый день ходил на каток. Сидишь у окна и видишь, идет он с коньками. Шинель на нем длинная, шитая, с запасом на будущий рост. Ольга придет ко мне и скажет: «Нюра, пойдем на каток, посмотрим, как Володя катается». Быстро соберусь и пойдем. Увидит Володя Ульянов, что мы на каток пришли, и подкатит к нам, сделав при этом по льду замысловатую фигуру. Ольга приходит в восторг: «Ах, как хорошо! А ну-ка еще раз так прокатись». Через минуту Володя Ульянов катит к нам по льду кресло. Ольга садится в кресло, и брат долго катает свою любимую сестру. Потом катает и меня. Девочки стеснялись Олиного брата, серьезного, начитанного, хотя он относился к ним по-товарищески. Та же Аня Орлова рассказывает: «Придем с просьбой проверить, Володя Ульянов засмеется. Потом проверит и толково разъяснит». Саша Щербо вспоминала, как однажды Владимир Ульянов, уже будучи гимназистом последнего класса, пошел проводить ее домой.
Он меня расспрашивал об учителях так серьезно, деловито, что я робела и не знала, как получше сказать. Олины подруги любили бывать в дружной семье Ульяновых. Забегали запросто, то в связи с уроками, то посидеть в саду, полюбоваться цветами. Дети выращивали их под руководством Марии Александровны, и Оля так чудесно, так увлекательно рассказывала о цветах, просто заслушаешься. Мария Александровна любила природу, музыку, и эту любовь к прекрасному передала своим детям. Музыкален был Владимир Ильич. Большими музыкальными способностями обладала и Ольга Ильинична. У нее был приятный голос. Когда собирались подруги, они пели под аккомпанемент матери, музицировали. Публичных концертов в Симбирске не было, зато приезд оперы являлся настоящим праздником. В апреле 1885 года в Симбирске гастролировала оперная труппа известного антрепренера Медведева. Владимир и Ольга Ульяновы любили театр. Вместе с Олиной подругой Александрой Щербо покупали в складчину дешевую ложу на 3-м ярусе и с восторгом слушали «Русалку» Даргомышского, «Травиату» и «Аиду» Верди. Фауста, Гуна, Гальку, Манюшка. Мария Александровна поощряла и посещение драматического театра, особенно классических пьес. «Завтра пойдем с Катей к Ульяновым на елку», записывала в своем дневнике Ольга Петровна. У них всегда очень весело. Новогодний праздник отмечался в семье особенно торжественно. Родители были его активными участниками и организаторами. Все украшения, подарки под наблюдением и с помощью матери делали сами дети. Вот когда можно было отличиться, проявить собственный вкус. В семье почти не было купленных игрушек, и куклы, и кубики, и солдатики были самодельные. В своих воспоминаниях гимназические годы О.И. Ульяновой А.Ф. Щербо рассказывала: в классе последнего года, то есть в выпускном, Ольга Ульянова, Варя Половцева и Вера Юстинова вели подпольный журнал. Назывался он «Скорбный лист» и был размером в лист бумаги. Редактировала его Ольга Ильинична. Писали об учителях, о театральных пьесах, на которых бывали, и о прочитанных книгах. Весной 1887 года Ольга Ильинична кончала Мариинскую женскую гимназию. Это было тяжелое время в жизни Ульяновых. В январе 1886 года скоропостижно скончался отец. Велико было горе семье, но жизненный подвиг отца не будет забыт. Анна Ильинична расскажет позднее, что по целым неделям, не видя отца, они учились понимать, что дело – это нечто высшее, чему все приносится в жертву. Любовь к труду, чувство долга, бескорыстия – вот нравственные ценности, унаследованные детьми. И когда на пороге юности Ольга задумывается о своем жизненном призвании, она вспомнит дорогой образ отца и несравненный его пример безответного служения делу народного просвещения. Вскоре новое несчастье постигло семью Ульяновых. В марте 1887 года в Петербурге по обвинению в подготовке цареубийства был арестован старший сын и брат Александр. Мария Александровна, получив это тяжкое известие, немедленно собралась в столицу, оставив дом и младших детей на попечение старших Владимира и Ольги. По приговору царского суда Александра Ульянова казнили. Владимир Ильич был в выпускном классе. Он тяжело переживал гибель брата, но глубоко запрятал свое горе. Надо было выполнять каждодневный долг, и Володя продолжал упорно работать, отлично сдавал экзамены. Мужественное поведение матери и брата не могло не подействовать на Ольгу. В свои 16 лет она почувствовала себя взрослой, ответственная не только за себя, но и за жизнь всей семьи, судьба которой отныне была связана с судьбой борющейся революционной России. Ольга очень любила старшего брата и была
по свидетельству Анны Ильиничны, с раннего детства его любимицей из младших. У нее и в натуре было много общего с Сашей. Глубина и твердость характера, при большой ровности и мягкости его, из ряда вон выходящая трудоспособность. Я сказала бы, что у нее, как и у Саши, в характере преобладающим было чувство долга. Когда весть о казни брата дошла до Симбирска, отчаяние, охватившее Ольгу, было беспредельным. Она бросилась на землю и кричала: «Я ненавижу царя, я убью его». Но так же, как Владимир Ильич, Ольга Ильинична продолжала аккуратно посещать гимназию и усердно заниматься. Когда из Петербурга приехал ревизор делать проверочные испытания, Ольга даже столичного гостя поразила своими глубокими познаниями. Подруга Ольги, Арнольд, вспоминала, как Ольга принесла в класс фотографию брата, снятого в тюрьме. Я с трудом сдержалась, чтобы не заплакать, но ее самообладание было поразительное. Она, как окаменелая, ни одним мускулом лица не выдала своего горя. Неизгладимый след оставили те страшные дни в душе и сознании Ольги Ильиничны. Талантливая девушка, первая ученица, украшение гимназии, она вдруг стала почти для всех чужой, ее избегали, к ней не обращались. Осенью 1887 года Ольга Ильинична приезжала в Симбирск из Казани получить золотую медаль, присужденную Владимиру. В деле канцелярии директора Симбирской гимназии сохранилась расписка: золотую медаль Владимира Ульянова по поручению его получила 13 сентября 1887 года Ольга Ульянова. К этому приезду относится ее проникнутое горечью письмо к Саше Щербо. Она пишет, что во время пребывания в Симбирске она вместе с их общей подругой Ниной Стржалковской пошла на почту и встретила своих бывших учителей. Они кланялись Нине, а меня как будто и не замечали или не узнавали. Ольга Ульянова, первая ученица, во все годы обучения в гимназии блестяще сдала выпускные экзамены и тоже получила золотую медаль. После экзаменов Оля уехала на отдых в Кукушкино. Сохранилось восторженное описание ею дороги в Кукушкино, которая большей частью шла между хлебными полями. Рожь уже колосилась, она была очень густая и высока, так что весело было на нее смотреть. Иногда дорога шла лесом, и вместо яркого солнечного света, трещания кузнечиков, пение птиц, внезапно наступали мрак и тишина, которые особенно усиливались в глубине леса. По веснам пели соловьи в большом саду и на берегу реки Ушни. Казалось, прелестнее нет места на земле. Все цвело и благоухало в Кукушкине. Печально было только в семье Ульяновых. Ольга очень устала. Физическое напряжение во время сдачи выпускных экзаменов, тяжелые душевные переживания надорвали ее силы. В деревне она вначале предалась полному отдыху, гуляла, купалась, каталась на лодке, ездила верхом. Много волнений и толков вызвало в деревне ожидавшее солнечное затмение. Крестьян предупредили, пишет Ольга Ильинична подруге, что будет затмение, и не велели им в этот день выгонять скотину. Некоторые из них не поверили. Большинство же поняло так, что в пятницу должно быть землетрясение и что скотина в поле повалится. И порядком струсила. Наконец, некоторые, особенно бабы, решили, что будет светопреставление. Ольге Ильиничне невольно пришлось стать просветителем и объяснять знакомым крестьянам происхождение в природе явления. Но идиллия деревенской жизни недолго утешала девушку, привыкшую к строжайшей дисциплине и к упорному труду.
она вдруг начала серьезно заниматься английским, много читала по-французски. Еще до того, как Владимир и Ольга окончили гимназический курс, Мария Александровна решила покинуть Симбирск и обосноваться в Казани, где жила ее старшая сестра Анна Александровна Веретенникова. В конце июня 1887 года Мария Александровна с сыном Владимиром и дочерью Ольгой отплыла на пароходе из Симбирска. С невыразимой печалью прощалась мать с городом, где прошли счастливые годы ее жизни. А для детей начиналась тревожная мятежная юность. Подросткам Ольга дала прекрасное описание путешествиям по Волге. Волга – живая река, она меняется на глазах, медленно катится река свои светлые воды, и девушка неотрывно любуется берегами и движением парохода. Безмятежное счастье овладевает молодой душой. Местами отражение солнца в воде так сильно, что больно смотреть. Вокруг все тихо, так тихо, как никогда не бывает на земле. Тонко, поэтично передано ощущение торжественного и ясного солнечного дня на реке. Но набегают тучи, и Волга предстает мутною и серою, словно сердитою. В Казани начались поиски квартиры, что было нелегким делом. В конце октября Ольга Ильинична пишет Щербо: «Мы сняли квартиру в новом доме, где еще никто не жил. Теплую погоду, которая была в Казани в первой половине сентября, сменили стужа и ненастье. В ночь на 23 сентября выпал снег и покрыл землю на четверть аршина. В квартире ужасно холодно, неуютно. Мрачные мысли одолевают девушку. С горечью пишет Ольга. Уехав из Симбирска, мы превратились в каких-то кочевников. Нигде не найдем себе места, и все время проходит в том, что мы укладываемся и раскладываемся». После довольно длительного перерыва, почти на исходе 1887 года, Ольга Ильинична написала письмо Щербо в Симбирск и сообщила ей, что теперь семья переезжает в Кокушкино, а она остается в Казани, чтобы не бросать занятия в музыкальной школе, и будет жить у тети Веретенниковой. В очень сдержанных выражениях она написала подруге о студенческих беспорядках в Казанском университете и об участии в них брата. Университет закрыт. Закрыт и ветеринарный институт. Много участников сходки арестовано и выслано. Общество, писала Ольга Ильинична подруге, отнеслось к студентам сочувственно. Им прислали 300 рублей в первые же дни арестов и высылки из Казани. Также шубы и шарфы, потому что многим студентам не в чем было ехать. Казанские дамы прислали им табаку и папирос, а гимназисты, особенно первой гимназии, отдавали все свои деньги, у кого были часы, некоторые даже свои шубы. Гимназистки тоже жертвовали, но об этом узнала начальница и прочитала им строгую нотацию. Город был взбудоражен. Выпущенная исключительными студентами листовка ходила по рукам. Слова листовки «Наша молодая кровь», «Наше молодое сердце» заставило искать выхода. Ставили перед каждым мыслящим юношей и девушкой вопрос о собственной судьбе. Стоял этот вопрос и перед Ольгой Ульяновой. Ее глубоко волновало революционное выступление казанских студентов, в котором принимал участие любимый брат. Зимой 1887-88 года Ольга недолго, около 1,5 месяцев, жила в Кокушкине. Здесь в ее комнате спартанская простота, единственное украшение – белые занавесочки на окнах. Ульяновы провели зиму в полном одиночестве, скрашивали его приезды Ольги Ильиничны. Она всегда охотно играла на фортепиано. Ее музыка доставляла много радости кокушкинским изгнанникам. Как о чем-то бесконечном, дорогом, но невозвратно, навсегда ушедшем, вспоминала теперь Ольга о счастливой жизни в Симбирске, как хорошо мне там было.
Ольга презирает бессмысленное времяпрепровождение, ум и знания, преданность науке стали ее путеводной звездой. В детских лет запомнила Ольга дифирамб великого Лобачевского в честь науки, его страстные слова, осуждающие богатых тунеядцев. Вы, которых существование несправедливое, случай обратил в тяжелый налог другим, вы, которым ум отупел и чувство заглохло, вы не наслаждаетесь жизнью. Для вас мертва природа, чужды красоты поэзии, лишена прелести и великолепия архитектура, незанимательна история веков. Эти слова словно повторял отец. Сама Ольга жаждет знаний, труда, жизни, разумная, плодотворная. Вот Ольга встретила свою бывшую соученицу Благодарову. Работая, она одновременно посещает земскую фельдшерскую школу, и Ольга с восхищением пишет про нее Щербу. Молодец, учится и трудится. Все чаще задумывается Ольга о собственном будущем. Оно волнует и тревожит ее. Перед ней пример матери. Нравственное величие матери Марии Александровны покоряет всех знавших ее и в дочери вызывает непреодолимое желание быть сильной, мужественной. «Ты спрашивала, как здоровье мамы», — пишет она Щербо. «Я надеюсь, что жизнь в деревне ей будет полезна». Перед верной подругой Ольга не таится. Она не скрывает тяжкой, незаживающей раны, которой нанесла казнь любимого брата. Но сострадание она отвергает. «Ты права, сожаление, я не принимаю. Это не из гордости, а просто не в моем характере». Ольге грустно. С глубокой печалью задает она вопрос о счастье. «Да, где оно? Где счастливые люди?» «Нет, я положительно не верю в счастье. Я верю только, что можно забывать о несчастьях, своих и чужих, и то только отчасти. Исполняя свой долг. По-моему, весь смысл жизни в этом слове. Вот тебе вся моя философия». Долг как смысл жизни. Но в чем долг? События общественной жизни, судьба ее семьи, трагическая гибель старшего брата Александра, подвиг которого, как факел, пылал в сердце. Володя, ее любимый брат, друг детства и юности, непоколебимо и смело ставший на путь борьбы, все это неумолимо толкало Ольгу к пониманию того, что только в беззаветном служении народу можно найти смысл жизни. В Казани Ольга посещала музыкальную школу, руководимую известным музыкальным педагогом и дирижером Орловым-Соколовским. Одно время в этой школе преподавал композитор Виктор Никандрович Пасхалов, творчество которого высоко ценили Мусоргский и Стасов. Ольга очень любила музыку, глубоко чувствовала и понимала ее. Музыка играет большую роль в ее духовной жизни. Ольга пишет подруге, что часто бывает на симфонических собраниях. «У меня, как у всех, бывают ясные дни, бывают и пасмурные, когда я мучаюсь сомнениями». Как ей тогда помогает музыка? Вот напала жестокая хандра. Но, на мое счастье, удалось попасть в театр на Фауста, прекрасная опера. И эти чудные звуки меня ободрили. В Фаусте пел знаменитый артист Казанской оперы Закржевский. Его с великим наслаждением слушал молодой Владимир Ульянов. Их тетя Веретенникова посвятила Закржевскому несколько прочувственных стихотворений. Она благодарит певца за то, что он в час печальный, трудный, восторгом нас дарит. И однако при всей любви к музыке Ольга Ильинична не связывала с ней свою будущность. Она писала Щербо: «Да, конечно, музыка – чудная, прекрасная вещь, источник чистого наслаждения. Только помнишь ты, Саша, что мы перед моим отъездом из Симбирска говорили о музыке, и я тогда сказала, что мне кажется как-то совестно. Курсив. ОУ. Отдаться музыке, если можешь приносить какую-нибудь более существенную пользу».
В этих словах отражены идеалы передовой русской девушки, которая мечтает о серьезном деле, приносящем существенную пользу народу. Но тут же Ольга Ильинична оговаривается. Она пишет, разумеется, это по отношению к обыкновенным смертным, а не к выдающим, не к Моцартам или Бетховенам. Вследствие несчастного случая из-за ушиба сошел ноготь на пальце, и в занятиях Ольги Ильиничны музыкой невольно образовался перерыв. Но сказать правду, я совсем не так огорчена невозможностью играть, как это все думает. У меня теперь голова полна мечтами о поездке в Гельсингфорс, пишет она подруге. Поездка в Гельсингфорс означала поступление в университет на медицинский факультет. Ольга просит Щербо все хранить в самой строгой тайне. Я говорила уже об этом с мамой, и хотя она приводила многие возражения, но я знаю, что она так добра, что ни в чем мне не откажет. Ольга стояла перед новым, важнейшим рубежом в своей жизни. В мае 1889 года Ульяновы поселились на хуторе при деревне Алакаевка, купленном Марией Александровной на деньги, вырученные от продажи дома в Симбирске. Ольга Ильинична так описывала подруге достопримечательности Алакаевки. «Я, как и ты, очень люблю кататься на лодке, но здесь это удовольствие невозможно. Первое. Лодки у нас нет, а во-вторых, воды очень мало, так что кататься можно бы только в пруду до мельницы, а сама река, которая огибает наше владение, так мелка, что курица вброд перейдет. Это уже маленькая гипербола. Теперь у нас жнут пшеницу, и я езжу туда каждый день. А приехав туда, отправляюсь в лес, пшеница около леса. Я очень люблю лес». Олин клен, так называли высокий старый клен, стоявший у обрыва, спускавшегося к ручью. Здесь часто можно было застать Ольгу Ильиничну, всегда с книгой в руках. Это было для Ольги время напряженного труда. Она готовилась поступить в высшее учебное заведение. Краткие записи в дневнике, письма к подруге хранят следы той атмосферы разносторонних интересов, которой жила девушка. Ольга Ильинична много занималась языками. В 18 лет она превосходно знала немецкий, английский, французский, изучала шведский. В личной библиотеке Ленина в Кремле находится книга, принадлежавшая Ольге Ульяновой. Это учебник итальянского языка на немецком. Вена, 1873. Для поступления в университет требовалось знать древние языки. В дневнике Ольги мы находим такие записи. Кончила латинскую этимологию, перевод Фемистокла. Из дневника же мы узнаем, что она усиленно занималась физикой, химией, увлекалась астрономией. Ольга много читает. Воспитание любви к литературе было органической, важнейшей частью культурного, более того, нравственного воспитания молодых Ульяновых. Еще в юности они познакомились в семье с лучшими классическими произведениями русской литературы, которые рассказывали правду о народной жизни, отражали чаяние и стремление передовой общественной мысли. Литература не умрет во веки веков. Все, что мы видим вокруг нас, все в свое время обратится частью в развалины, частью в навоз. Одна литература изъята из законов тления, она одна не признает смерти. Эти вдохновленные слова принадлежат Салтыкову-Щедрину, великому писателю, подвижнику, которого особенно любили Ульяновы. Когда в «Вестнике Европы» в конце 1887-1888 году стала печататься пашихонская старина, Ольга рекомендует своей подруге Щербо познакомиться с этим произведением. Ей оно очень понравилось. С восхищением перечитывала Ольга Ильинична «Ревизора» и «Мертвые души» Гоголя.
У нас, русских, никогда не будет таланта более замечательного и высокого, чем Гоголь, пишет она. Ее внимание и симпатии привлекает творчество писателей, искренне и честно воспевающих народную жизнь. Ольге нравится произведение Никитина. Она считает его самобытным, истинным поэтом. Поэтический сборник Никитина бытовал в их семье. Маленький Володя под одобрительный смех распевал никитинскую песню «Бобыля». Богачу, дураку, из казной не спится, бедняк гол, как сокол, поет, веселится. В конце 80-х годов в литературу вошел новый замечательный писатель Всеволод Гаршин. Его, несомненно, оригинальный талант горячо приветствовали Тургенев и Лев Толстой. Рассказ Гаршина «Сигнал» произвел на Ольгу Ильиничну сильное впечатление. Ей были знакомы и записки рядового. Среди произведений Гаршина, которые ей особенно нравятся, Ольга Ильинична называет рассказ «Художник». В книгах Ольга Ульянова ищет ответ на мучившие ее вопросы жизни. Она пишет подруге, что начала читать сочинения Белинского. Творчество русских революционных демократов оказало огромное влияние на формирование молодых Ульяновых. Александр Ильич и Анна Ильинична увлекались сочинениями Писарева. Владимир Ильич рассказывал, что в юности его увлек роман Чернышевского «Что делать?». Ольгу глубоко взволновало знакомство с биографией Белинского. Его страстное искание истины поражает зрелость ее суждения. Ольга признает в Белинском талант выдающийся. Она убеждена, что в критике особенно важны мысли и взгляды, иными словами, идейная позиция автора. А во взглядах, пишет Ольга Ильинична, я часто расходилась с Белинским, читая написанное им в 40-х годах. В первом же томе мне не понравились восторженные отзывы Белинского об императрице Екатерине, которые можно было принять за лесть, если бы возможно было сомневаться в искренности этого замечательного человека. Ольга Ульянова имеет в виду статью «Литературные мечтания» 1834 год, в которой Белинский давал восторженные и преувеличенно похвальные отзывы о великой эпохе Екатерины II. Ольга подробно пишет подруге об эволюции взглядов великого критика. Ее восхищает нравственное мужество Белинского, который печатно сознался в ошибочности мнения, которое он прежде разделял, но потом отверг. Она просит подругу перечитать «Медвежью охоту» Некрасова. Там есть прекрасные стихи о Белинском. В своем письме она приводит строки: «Белинский был особенно любим, молясь твоей многострадальной тени, учитель, перед именем твоим, позволь смиренно преклонить колени». Я читаю его, Белинского, с большим удовольствием, некоторые места с наслаждением, и думаю, что его сочинения должны быть настольной книгой для молодежи, и что перед его именем можно и должно преклонить колени в знак глубокого уважения к его памяти. Замечательны эти строки Ольги Ульяновой. В них голос честного боевого поколения, которое готовилось выйти на арену общественной жизни. По воспоминаниям родных, Ольга вместе с братом читала Глеба Ивановича Успенского. Владимир Ильич считал Успенского одним из лучших писателей, который с глубочайшей искренностью и правдивостью рисовал картины дифференциации деревни, роста, кулачества и нищеты крестьянских масс. Ольга настоятельно советует Саше Щербо читать Успенского. Стремясь как можно глубже познать народную жизнь, Ольга в это же время знакомится с сочинениями популярного писателя Златовратского. В дневнике Ольга Ильинична перечисляет прочитанные ею произведения Златовратского. После знакомства с повестью «Крестьяне присяжные», которая принесла автору заслуженную известность, Ольга ставит в скобках только одно слово – «Фомушка».
Этот герой являлся центральной фигурой повести. В его уста автор вложил народную мечту о социальной справедливости, о крестьянском устроении согласно желанию мирскому. Ольга читает рассказ в артели. Рассказ имел подзаголовок «Из записок петербургского пролетариата». Третьестепенная газетенка, ютящаяся где-то на задворках, стучит ручной пресс. Лампы с осколками вместо стекол, с абажурами, склеенными из бумаги. Газета делается примитивно, ножницами. Номер кое-как наполняется чужим материалом. Из различных газет вырезываются огрызки передовых статей и корреспонденции. Корректор этой газеты, потерявший работу, попадает в артель водовозов, состоящую из 12 человек. Петербургскому фабричному люду несколько человек из этой среды оказалось здесь. Мелких, худых, затомленных, в плохой одежонке противостоят пришлые крестьяне, большей частью тверяки, здоровые, коренастые, железных мускулов, несокрушимыми спинами. Они образовали общежительство. Автор восторженно пишет об этом. Один из персонажей, который, по мысли Златовратского, умеет вникнуть в суть дела, обстоятельно разъясняет корректуру, что артель – дело великое, что она основана на принципе чистого самоуправления и полной равноправности. Ольга Ильинична сопровождает этот рассказ только одним кратким замечанием. Идеализация общины. Оно показывает, что девушка прекрасно разбиралась в тенденциях творчества писателя, действительно идеализировавшего общий уклад. Выписав название рассказа Златовратского «Горе старого кабана», Ольга Ильинична отмечает: та же идея, как у Успенского. Сбрело в башку. Пометка «Это интересно». Рассказ Успенского, который вспоминает Ольга, был напечатан впервые в журнале «Русская мысль» в 6-й книге за 1888 год. Выходит, Ольга Ильинична читала его сразу после напечатания. Глубокое раздумье Ольги вызвал рассказ «Пропала деревня». Она пишет в дневнике чрезвычайный интерес. Тип бывшего семинариста Пскова, сделавшего судебным приставом. Кто такой Быски? Он сам рассказывает о себе, что он большой любитель чтения. Мечтал об университете, но семейные обстоятельства заставили его поторопиться избрать род жизни. Он выписывает Ольга слова героя. Птица маленькое исполнительное орудие. Быски считает, что его дело сторона, что он ни к чему не причастен. В ночь, когда над городом разразилась ураганная буря, Быски повесился. Молва приписала это обманутой любви. Автор рассказа от себя добавляет: «Мои предположения были иные». Внимательная читательница Ольга Ульянова, видимо, согласна с автором. Она полагает, что молодой судебный пристав покончил жизнь самоубийством именно потому, что суровая действительность оказалась не в ладу с его легкомысленной теорией о непричастности ни к добру, ни к злу. Размышляя о судьбе героя этого рассказа, Ольга Ильинична, думается, хотела сказать, что человек несет ответственность за свои поступки и свою жизнь, и никто не может безнаказанно отказаться от нее. Два рассказа «Шапка» и «Хлопцы» из тех, что у Златовратского, объединены общим заголовком «Рассказы заводского хлопца», были прочитаны Ольгой Ульяновой, но никаких пометок не вызвали. Зато третий рассказ из этого цикла «Иван Якимыч, питерский учитель», привлек ее внимание. Иван Якимыч, представленный учитель грамоте несчастных хлопцев, на полукрепостнической фабрике сам человек подневольный. Он мечтает о лучшей жизни, но бессилен что-нибудь изменить в окружающей действительности или указать людям путь борьбы. Ольга Ильинична делает из этого рассказа несколько выписок. Первая. Иван Якимыч, питерский учитель, моливший у жизни только любви и встретивший злобу, ненависть, подозрение. Это
из характеристики автора и вторая выписка из рассуждений самого учителя. «Нет, братцы, за вас будут другие начальники. Держатели света и знания, с любовью и наукой выступят они. В нас нет этой силы святой и благодатной. Мы рабы». Фразы, выписанные Ольгой, свидетельствуют, что судьба учителя, незадачливого правдолюбца, волновала ее. Душевные искания Ольги Ильиничны, несомненно, не проходили мимо брата. Недаром Мария Ильинична рассказывала впоследствии об алакаевском периоде их жизни и писала: «По возрасту Ольга более всего походила к Владимиру Ильичу, и они жили в то время общими интересами». Не без влияния Владимира Ильича Ольга читает серьезный труд Гизо «История Франции». Изучает историю цивилизации в Англии Бокля, книгу, которой увлекалось не одно поколение русских разночинцев. В дневнике она отмечает заинтересовавшие ее журнальные статьи, очерки русского национального сознания В. Соловьева, «Вестник Европы», книга 9. Критические и догматические элементы философии Канта, «Северный вестник». Из художественной литературы она отмечает скучную историю Чехова. В Алакаевке Владимир Ильич занимался глубоким изучением теории научного социализма, в которой он искал ответ на животрепещущие вопросы русской действительности. Несомненно, что именно с помощью брата Ольга приобщается к марксистской литературе. Сочинений Маркса и Энгельса тогда в России было мало, тем более трудно было их достать в глухой самарской деревне. Но Владимир Ильич знал манифест коммунистической партии на немецком языке, читал книгу Фридриха Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» по-английски. Анна Ильинична рассказывает, что вместе с сестрой Ольгой они читали «Нищету философии» на французском. Не только общность интеллектуальных интересов, но и любовь к музыке и пению сближала брата и сестру. Самым захватывающим номером в домашнем концерте была песня «Пловец» на слова поэта Языкова. Владимир Ильич и Ольга Ильинична пели любимую песню дуэтом. «Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно, в роковом его просторе много бед погребено». Сильно и вдохновенно звучали слова. Но туда выносят волны только сильного душой, смело, братья, бурей полны, прям и крепок парус мой. Эта песня очень точно передавала те глубокие чувства, которые переполняли их молодые сердца. Ольга Ильинична имела обыкновение записывать на нотной бумаге полюбившие ей романсы, песни, арии из опер. Когда нот набиралось много, их переплетали. В сохранившемся альбоме Ольги арии из опер Гуно, Верди, Верстовского, романсы Чайковского, Доргомышского, Гурилева, старинные русские песни.